Итак, всем доброе утро. Второй выпуск начинается. Так, сейчас 7:30 утра. И мы с моим компаньоном по совместительству гендиром или просто партнер менеджер авиамюзика. Через Кутузов Через Кутузов в Амкад. Нет, на трешку и с трешки вниз. А трешку где уходить? На Кутузе. Нет, а там дальше. На Нижегородск. Съезд на Большую Тульскую. Да. Тушка, которая в Варшаву. Я понял, сколько кажется, 26 минут. Что тут мы встали не очень удобно. В общем, пока что я не учел ваши воспоминания, не воспоминания, а комментарии по поводу выпусков, потому что этот выпуск выйдет, наверное, будет уже записываться, когда еще не выйдет первый, поэтому все в таком режиме. Джонни, пожелай что-нибудь нашим подписчикам, нашим смотрителям. Бодрой недели. Всегда быть активными. Как Джонни. И сворачивать горы по утрам. А когда их еще ворочить? В общем, погнали. Алло. Алло. Что мы делаем? Так, мы пишем это в мой суперблог. Ага, авиатор-блог? Да, авиатор-блог. Все познакомьтесь. Всем привет. Это Даня. Он снимает наш бэкстейдж. Что расскажешь по поводу съемок? Как тебе? Все прекрасно. Мне невероятно понравилось работать с детьми. Это было действительно интересно. Для меня это было впервые. И мне кажется, мы справились, да, с задачей. Ну, получилось неплохо. Не заморозили да. детей, не убили их, оставили их живых. Они отработали свое, сделали. В суровом городе Электростали. Да, в суровом городе Электростали. Мы сняли все шоты, которые нам нужны были. А сейчас мы стоим в пробке и пытаемся добраться до Андрея, чтобы... Какой у нас съемочный день? Последний или нет? Не, у нас сегодня не последний съемочный день. Далеко не последний, еще много всякой бодяги нужно отснять, поэтому опять слово поэтому. У меня его очень много оказалось в первом выпуске, который еще не вышел. Вот. И слово вот. Его тоже оказалось до хера. Вот поэтому. Да. Я над этим работаю. Андрейка, ты в моем видеоблоге. Итак, это наш режиссер Андрей Вирин. Познакомьтесь, господа. Андрей, зачем ты нас сюда притащил? Расскажи. Берем тележку огроменную. Огроменную тележку. А что это вообще за завод? Обычный завод? Световой склад в Чертаново. Что может быть приятнее с утра, чем начать свое утро с поездки на завод в Чертаново? С Погрузки. Авто Energy. Итак, получилось вот столько всего нам необходимо лишь для того, чтобы картинка не тряслась. Все четко и по делу. Что же у нас в закулисье? Вик, тебе все не нравится? Все плохо? Да. Плохо. По-моему, все красиво и отлично. Нет, все красиво. Мне очень нравится вот этот цвет. Чего? Очень нравится вот этот цвет. Ну, вообще, вот этот букет очень красивый. Ну, потому что здесь разные цвета.
А вот этот, В вот, отличие- понимаешь, он стоит по центру, и он как-то не очень такой Он радостный. должен на себя Да. тянуть. Внимание режиссера, его пристальные взгляды. Что он должен взять? Он неприятно смотрится. Потому что он как-то немножечко... Начали? Ты мне со всеми своими этими выступлениями, со своими с этими сраными слезами, я тебя этот долбаный ебаный целый год, пока ты репетировал эту хуйню, я тебя успокаивал, я, не знаю, пытался тебе создать все эти условия твоих репетиций. Ты чего это делаешь? Все! Никогда ничего не делал! Да, ничего не делал, да. Кому ты нужна, кроме меня? Ты кроме меня никому нахуй не нужна, своими ебаными выступлениями, заебала, бля! Ой, соседи вот хорошие. Они периодически занимаются тем же самым, только неверно, что они снимают. Чтобы вам было захлестик или Не, конечно, наберите там и уже как будете готовы действовать. Так, мотор идет, камера, да? Да. Так, камера идет. Приготовились и начали. Заткнись сюда, ты меня уже заебал здесь. Представляешь себе? Хуйней заебал. Я не набью, за ты сама нихуя не можешь. Куда я просто никуда. Некуда. Куда тебе никуда не возьмут, блядь, ты ебаный цирк. Нихуя нет. Ты понимаешь, вообще хуйней занимаешься какой-то. Что? Хуйней занимаешься, блядь. Заебала ты своим цирком. Я заебала, ты меня уже поняла. Ты меня заебала. Стоп. Так, не двигаемся. Было? Было. Она у меня в руках начала разваливаться. Я взял, я начал кидать, она Уже потихоньку. Не, ну я не заметил, что как-то. вверх, у нее вверх посыпался. Нормально? Хватит смотреть свои листочки, весь день смотришь. Вполне Совсем не позитивно. бережешь себя. Да, не ем, не пью. Уже у меня тоже такие. Ну что, Стасон, Пока перерывчик. перерывчик. Да, Что, понравилось бить? да, может быть, было весело. Жаль, что только один дубль. Но вроде у нас главное, что получилось. Да, Самое все главное. отлично произошло. Сняли отлично, но, так сказать, я бы попросил бы еще актерский дубль. То есть как-то очень такой классный экшен. Ну, я никогда не бил бутафорские вещи, особо в кино. Только стрелял. Так что... Ну, первый опыт всегда. Ну да, да. Вообще в этом проекте как-то много первого опыта такого. Цирки. Да. Цирк, да. Вождение без прав по киевскому шоссе. Я сказал, без прав нет, на самом деле. Вот. Вождение в машине 76-го года вот это было. О, Да. ты что, запомнил, слушай, да? Ну, какого-то 70 Ну какого-то да, года. да, Ну, да. просто у меня тоже желание купить так машину тех времен, поэтому как бы я уже присматривался. Вот. Так что вот так. Ну, в общем, что-то научился на полотнах водить, Да, бить, все, а всё. теперь универсальный солджа. Да, Джеймс Бонд. Ну что, ребята, вот и закончились съемки сегодняшнего дня с 8:30 до 11, все четко. Но, правда, я успел поспать, пока съемки пошли, поэтому немного схалявил, но в целом какие-то моменты все равно тяжко. Осталось нам всего, наверное, пару дней. Я надеюсь, что пару дней съемок, и уже будет монтаж, там, светокоррекция и прочая бодяга. Фу. Ну, я думаю, должно выйти прикольно. Очень жалко, что не получилось отснять то, как мы снимали в Ярославском цирке. Там было довольно прикольно, поэтому увидите только уже готовые кадры в самом клипе. Вот, но было на самом деле, да, прикольно, и жалко, что не получилось снять бэкстейдж, как мы все это снимали, там, людей, обстановку, в общем, было круто. Отдельное спасибо руководителю, это Гия Ирадзе, руководителю Королевского цирка, очень крутого. Вот, мы были на представлении, и, в общем, если будет возможность, то обязательно сходите.
это реально очень высокий уровень. Вот, поэтому опять это слово паразит. В общем, неплохо. Едем дальше. Свет. Это же Александр Белион. Крутой композитор. В прошлом, конечно, звукорежиссер, но звукорежиссеры в прошлом не бывают, поэтому... Поэтому сейчас мы поедем к Денису сводить трек. Общаюсь с моими подписчиками. А пока что я проведу легкий экскурс в том, что у меня здесь расположено. Вы слышите легкие отрывки. Из такого, что может быть прикольно, у меня здесь Yamaha DX21, это 80, по-моему, 6-го года синт. Понятно, одна из дек, но она здесь болтается чисто для проверки флешек записи к выступлениям. Потом моя основная клава, ямаховская, старая, самый первый мой синтезатор, который мне подарил отец. Вот с него, в принципе, все и началось. У него снизу, сейчас не буду трогать, снизу даже есть разъем для дискет, поэтому вы понимаете, сколько ему лет. Естественно, главный синт всех студий это вирус. Это второй вирус. Ну, в принципе, у них разница небольшая с первым. Но все же не особо видно. Это ямаховские MSP 7 Studio, к которым я, в принципе, привык. Может быть, они не так широко оценены публикой, но вот здесь, самое главное, что у меня здесь все в шумке. Все отражения я попытался максимально загубить. И вокальный микрофонный предусилок и дебокс. Все, в принципе, стандартно. Ну и внизу заваленное всеми, что есть у меня. Приходит Саша, да, и все сразу мне портит. Все мои мега задумки. Как обычно. И вот это, блин, короче, сейчас. В общем, такой получился легкий набор домашней студии. Естественно, есть всегда куда расти. Мне хочется новые плюшки покупать, но не суть. В общем, мы пошли дальше сводить. Оказался второй выпуск авиаблога. Сейчас ко мне приехал мой двоюродный брат Самсон. DSBoxpod.com. Да, все заходите и смотрите на дизайн его автомобиля, если это вам, конечно, интересно, если вообще это кому-то интересно. Причем сайт уже давно не работает. У тебя же на Виксе бесплатный. На Виксе, но это samsung.blogspot.com не работает. Ну, короче, гуглить samsung.blogspot.com/vix free. Вот, и, в общем, это начинающий, точнее, уже подходящий к своему обучению дизайнер. Самое главное, да? Да. Кстати, по совместительству... По совместительству дизайнер моего логотипа. Поэтому, если вам он нравится, то можете спокойно обращаться к нему, он вам все нарисует. Ну а мы пошли расслабляться после тяжелых будней и уже начавшихся выходных в легкую каточку в героев, в седьмых. Вот, поэтому увидимся в следующем выпуске авиаблога. Всем пока.